Кто станет следующим папой? Почему грядущий конклав будет самым непредсказуемым за последние десятилетия? В католическом мире редко бывает событие более судьбоносное, чем избрание нового папы. Но все чаще звучат тревожные нотки. Следующий конклав может оказаться не просто непредсказуемым, он может пройти в условиях, которых не знала история. Причины в глубокой трансформации, которую претерпела коллегия кардиналов при понтификате Франциска. К сожалению, к началу конклава кардиналы так и не определились со следующим папой, несмотря на наличие некоторых фаворитов, что предрекает, что конклав будет очень сложным. Глобальный сдвиг. Периферия выходит на первый план. Папа Франциск за годы своего понтификата назначил более 70% нынешних кардиналов-выборщиков, тех, кому меньше 80 лет, и кто имеет право голоса на конклаве. Многие из них – епископы из отдаленных регионов, из Южного Судана, Восточного Тимора, Папуа, Новой Гвинеи, Монголии, Коста-Рики. Это сознательная стратегия. Папа дает голос церкви с окраин. Но у этой стратегии есть и обратная сторона. Эти кардиналы зачастую не знакомы между собой. Многие никогда не работали в Риме, не участвуют в жизни Ватикана и на конференциях пересекаются редко. Языковой барьер. Латынь и в прошлом, а итальянский уже не объединяет. Традиционный язык общения на конклавах – итальянский, как язык курии и повседневной работы Святого Престола. Раньше большинство кардиналов либо были итальянцами, либо долго работали в Риме и владели этим языком. Сегодня ситуация совсем иная. Многие новые кардиналы не говорят по-итальянски вовсе. Не все владеют даже английским, что было планом «Б». А главное – нет переводчиков, потому что на конклаве допускается только личное участие кардиналов, без помощников. Это означает, что даже базовое общение, знакомство, обсуждение кандидатов, вопросы о видении будущего церкви оказывается затруднено. Кстати, Ватикан отключит телефонную связь во время конклава. Правда, площади Святого Петра это не коснется. Связь будет отключена 7 мая с 15 часов и будет восстановлена только после объявления нового папы. Как голосовать за того, кого ты не знаешь? Раньше большая часть кардиналов знала друг друга по совместной работе, куриальным постам, университетам, синодам. Можно было выработать базовое доверие или хотя бы понимание взглядов. Теперь же большинство новых кардиналов друг другу почти не знакомы. А это значит, что возможны голосования вслепую, за имя, а не за личность. Возрастает риск внутреннего влияния маленьких, но организованных групп. И появляется вероятность избрания темной лошадки, то есть кандидата неожиданности. Политика фрагментов. Единый центр тяжести утрачен. Коллегия кардиналов сегодня крайне фрагментирована. Старые центры влияния, такие как Италия, Германия, США, ослабли. Влияние Африки и Латинской Америки выросло, но не имеет единого вектора. Внутри групп разные взгляды на реформу церкви, литургию, моральные вопросы. Это все делает достижение единства особенно трудным. Даже если один кандидат получит 40-50 голосов, до нужных 2/3 около 85 голосов, еще далеко, и не факт, что его поддержат другие лагеря. Перед началом конклава кардиналы собираются на так называемые генеральные конгрегации, чтобы обсудить ситуацию в церкви, обменяться мнениями, понять друг друга. Но при языковом барьере дискуссии ограничены, мало кто решается выступать публично. Неофициальные разговоры в коридорах теряют силу, если ты даже не можешь начать беседу. В результате ключевые решения могут приниматься в узких кругах. Тех, кто владеет языком давно в Ватикане и имеет старые связи. Таким образом, реальное влияние новых кардиналов может оказаться меньше, чем предполагается по цифрам. Сюрпризы возможны в обе стороны. С одной стороны, это дает шанс на избрание по-настоящему нового лидера, выходца с периферии, харизматичного, духовного и независимого от ватиканской бюрократии. В 2013 году, именно во время дискуссий, аргентинский кардинал Хорхе Марио Берголье произнес речь, которая наложила большой отпечаток на результат выборов. А через несколько дней его объявили новым папой Франциском. С другой,
Существует риск избрания неподготовленного или слабого папы, которого выбрали не из убежденности, а из-за отсутствия альтернатив или недостатка информации. А может, так должно быть? Католики верят, что Святой Дух направляет выбор кардиналов, даже если кажется, что логика отсутствует. Но с человеческой точки зрения, следующий конклав будет испытанием для церковной дипломатии, для доверия внутри глобальной церкви и для самой идеи единства в разнообразии. И почти все сходятся в одном. Легким этот выбор точно не будет. После Франциска – вызов и надежда. Смерть папы Франциска ознаменовала конец эпохи, в которой католическая церковь сделала решительный поворот к перифериям мира, к милосердию, социальной справедливости и диалогу. Но теперь церковь стоит перед одним из самых сложных выборов в новейшей истории. Конклав, который проходит в условиях языкового и культурного разнообразия, неопределенности и фрагментации, а также отсутствия ярко выраженных лидеров с международным признанием. Кардиналы будут голосовать не просто за личность. Они будут выбирать направление сохранения курса Франциска или возврат к более традиционным формам, а может, что-то совершенно новое. Но вот парадокс. Хотя большинство кардиналов обязаны своей красной шапкой Франциску, это не значит, что они будут голосовать за второго Франциска. У всех свои взгляды, свои культурные контексты и церковные приоритеты. Ясно, что легкого и очевидного выбора нет. Но именно в такие моменты рождаются поворотные фигуры. История знает примеры неожиданных, но пророческих понтификов. В понедельник кардиналы провели 2 предконклавные сессии, во вторник – 1. Сам конклав начнется в среду утром. Но сначала будет проведена специальная утренняя месса в соборе Святого Петра. Согласно правилам конклава, если по истечении 3 дней никто не был избран, кардиналы возьмут однодневную молитвенную паузу, а потом продолжат голосование. Выбор будет сделан за закрытыми дверями Сикстинской капеллы, возможно, в условиях как никогда большой неопределенности. Но именно в такие моменты, как показывает история, церковь способна удивить весь мир. Мир следит, верующие молятся, а за закрытыми дверями Сикстинской капеллы решается будущее церкви. На сегодня все. Внимательно следим за событиями в Ватикане и надеемся на достойный выбор. Подписывайтесь на канал, выражайте свое мнение в комментариях. Всем спасибо и до встречи!